В предыдущих сериях мы отправились на Кавказ из Москвы, по пути посетив черноземный Тамбов, героический Волгоград и степную Элисту, столицу единственного буддийского региона Европы. Изучение Кавказа начали с региона Кавминводы и курортного Кисловодска, знаменитого своими водами, парком и архитектурой. Затем на целый день поехали в урочище Джилысу, куда ведет одна из самых красивых высокогорных дорог Кавказа и России, с крутыми серпантинами и фантастическими пейзажами. И это был пока что топ нашего путешествия. А вот что будет в этой серии. А вот и Бештау. Они старенькие и очень красивая мама у нас сегодня. Пока что нам Кисловодск нравится больше. Мы очень правильные люди. Не приходите сюда в штанах, только в платьях и юбках. Это туристический аттракцион абсолютно. Что-то все они как-то недолго жили. Пройдемте, господа, в провал. Немного трэша в наш блог. Но запах, мне кажется, я уже чувствую. Нам сейчас напишут, что мы изверги. Издеваемся над ребенком. Какой прекрасный сегодня денек. Солнышко вовсю. Хорошие запахи. И с самого утра было вообще чистейшее голубейшее небо. Не то, что вчера. Какая вкусняха! Анька нам сделала супер завтрак. Привет! Привет, друзья! Очередной день настал. 13 августа, 7-й день нашего супертрипа. И сегодня мы едем в Пятигорск. Завтракаем, собираемся и выходим. И едем в Горск! И снова мы на связи. Мы едем в Пятигорск. 12:55. А что, нормально? Я с утра зато поработал, у меня накопились там долги. До Пятигорска нам ехать 43 километра. Навигатор рассчитывает 51 минуту. Пункт назначения установлен как канатная дорога на гору Машук. Пожалуй, самую известную и популярную достопримечательность Пятигорска. Бештау. Кстати, Бештау это и есть 5 гор, 5 вершин. Тау гора, Беш это 5. Дело в том, что на тюркских языках слово 5 это беш, бес, вот у казахов бес, у киргизов не помню, ну как-то подобным образом. Вот. И здесь получается тоже тюркские языки. Бештау. Бештау. Пятигорск. 5 гор. Ну вот, а пока мы едем в Пятигорск, я хотел, не помню, просто говорил это или нет, поэтому скажу еще раз, насчет качества полотна дороги на Джилысу. Я бы ему поставил 4. По российским меркам, наверное, это 5. Но все-таки опыт поездок по Европе, он неумолимо вызывает желание сравнивать. И когда я готовился к поездке, я читал отзывы, что это шикарная хайвей-трасса, что она сделана по самым высоким европейским стандартам. Это не так. Это очень хорошая дорога, действительно. Она практически без ям. Но есть участки, например, неожиданных провальчиков, которые на высокой скорости проходятся не очень хорошо. Естественно, что на некоторых участках дорога регулярно размывается. Это логично, потому что даже мы на каком-то участке ехали, когда пошел дождь, сразу на дорогу вылилась какая-то большая грязная лужа. Камешки появляются, сыпятся. То есть понятно, что за такой дорогой нужно следить чаще, больше, лучше по сравнению с обычными. Но суть в том, что она не идеальная, но хорошая. Поэтому я и ставлю ей 4. Красиво.
Сейчас я вам покажу. Вот это мы едем в Пятигорск вот по такой дороге. Мы сюда приезжали ночью, поэтому ничего этого не видели. А сейчас мы все это можем лицезреть. Еще забыл сказать, что интернета на дороге на Джиласу нет. Вообще никакого, даже ешечки. И это тоже особенность наших дорог. То есть в городах, пока что во всех, где были, везде есть 4G. То есть с этим проблем уже практически нет. А вот на трассах между городами, особенно на каких-то пустынных участках, рассчитывать на интернет практически очень сложно. Да, много есть где, а чего-то более быстрого нету. И у нас, кстати, сегодня 28 градусов. Интересно, что в Пятигорске и в Кисловодске погода отличается. Когда мы смотрели на сегодня прогноз, в Кисловодске он был 23 градуса, а в Пятигорске 30. Всего лишь 40 километров разницы. Рядом с Пятигорском пролегает несколько трасс, и к городу есть множество подъездов. В этот раз заезжаем по прямой, как стрела, улице Микояна, которая проходит по северной границе города Ессентуки. Вот и Бештау. 5 вершин. Когда рядом нет других вершин, эта гора забирает себе практически все внимание. Улицы, ведущие к центру города, заполонены торговыми и строительными центрами. Потом еще несколько невзрачных улиц, которые пока что никак не совпадают с образом уютного курортного города, каким мы ожидали его увидеть. Ну, вот мы и приехали на наш первый объект – канатная дорога на гору Машук. Вот там канатная дорога. Кабинки курсируют достаточно часто, они старенькие. Ну и в этом, наверное, есть некая прелесть, такое ретро. Вот он, наш юный путешественник. И очень красивая мама у нас сегодня. Да, вышла покорять Пятигорск. Она сказала, вышла покорять Пятигорск. И что-то, кажется, у нас дождик собирается. Вдалеке даже было видно, что идет дождь. Ну как, не в таком уж и далеке, на горизонте возле горы какой-то был виден дождь. Ну и первое впечатление от Пятигорска неоднозначное. Пока что нам Кисловодск нравится больше. Пятигорск какой-то много хозяйственных каких-то зданий, построек, много машин, суетное движение какое-то. Ну, в общем, пока что мы своим выбором точки проживания Кисловодск очень довольны. Здесь у нас касса. Билеты по 360 рублей с взрослого. Туда-обратно. Мы дезинфицируем руки. Это я не смогу, давай вот этой рукой. Все. Мы очень правильные люди. Итак, Пятигорская канатная дорога, как и гора Машук, является одним из главных символов города. Она была построена в 1971 году по уникальной безопорной технологии и работает по принципу маятника. Вагончики стартуют вверх и вниз одновременно и встречаются ровно на середине 964-метрового пути. А вот еще несколько характеристик дороги.
Сегодня быстрее всего попасть на вершину горы можно именно на канатке. По Теренкуру, опоясывающему гору, можно подняться пешком или на велосипеде, но это займет гораздо больше времени и усилий. А вот машинам, кроме служебных, въезд на Машук запрещен. Ну а пока мы поднимаемся, небольшая справка по Пятигорску. Он имеет статус города-курорта, является крупнейшим по населенности в Кавминводах и административным центром Северо-Кавказского федерального округа. Датой основания считается 1780 год, когда между горами Бештау и Машук была возведена первая в Пятигорье российская крепость – Константиногорская. Сейчас это место соответствует микрорайону Новопятигорск. Вскоре здесь были обнаружены горячие минеральные источники, и с тех пор сюда потянулись на лечение люди со всей России. Фактически же начало активной застройки приходится на 20-30-е годы XIX века. Тогда же, в 1830 году, город получил нынешнее название. Географически город очень интересен, так как в целом здесь равнинная территория, и на ее фоне горы Машук и Бештау с их отрогами резко выделяются, являясь доминантными объектами рельефа. Обе горы являются локалитами, то есть несостоявшимися вулканами. Лава внутри этих гор остывает еще и в наше время. Если смотреть от канатки на юг, то мы сразу же видим горы Юца и Джуца, еще пару локалитов высотой 973 и 1190 метров соответственно. Если мысленно продолжить линию на юг дальше, то на горизонте в хорошую погоду должен виднеться и Эльбрус, но нам опять не повезло. Но ничего, мы продолжим охотиться за ним и в последующие дни. Еще одна особенность города, что единственный естественный водоем в Пятигорске – это озеро Провал, у которого мы побываем чуть позже. А вот пруд в парке культуры и Новопятигорское озеро, видное на этих кадрах, это водоемы искусственного происхождения, построенные в туристско-рекреационных целях. Ну, а сзади меня гора Бештау. 5 вершин, посчитайте. Я вижу точно 1, 2, 3. Ну и там, если еще 2 по краям считать тоже. Нет, по краям тогда получается больше. Ну вот, короче, вид с горы Машук на гору Бештау. 2 главные горы Пятигорска. Пока я отвернулся, мама сделала из Полины космонавта. А еще мама пришла сюда в платье. Оно как парашют. Теперь я сижу. Дальше мама будет ходить так. Так что не надевайте на гору Машук платье. Или наоборот надевайте. Надевайте платье на гору Машук. О, нет, Не приходите сюда в штанах. Только в платьях и юбках. Снимаю. Я несколько сделаю, да? Улыбайтесь. Ну, а мы решили обойти вершину горы с обратной стороны. Здесь симпатичная тропа и телебашня, установленная в 1959 году. Ее высота 113 метров, и на момент постройки она являлась самой высокой в Европе. Следующая точка – перекресток дорог. Эту площадку создали в 2013 году. С нее открываются прекрасные панорамные виды. Здесь размещены указатели на самые разные города и населенные пункты на нашей планете. Таблички на путевых столбах можно разместить любому желающему, хотя сейчас мест почти не осталось. Еще отсюда виден кусочек федеральной трассы Р-217 «Кавказ», ведущей от Краснодарского края до самого Азербайджана. А еще, годом позже, после перекрестка дорог, на горе разместили арку любви. После длительных поисков мы обошли гору Машук всю и нашли, наконец-то, арку любви. Любовь моя, заходи. Итак, сейчас произойдет чудо.
И, наконец, в 2015 году открыли каскадный фонтан с амфитеатрной площадкой, позволяющей любоваться панорамами Пятигорска и Большого Кавказского хребта. Вода, кстати, течет обычная, не минеральная. Ну и забавы ради можно сделать фото в образе Жорика Вартанова, ведущего на знаменитом канале Севкав ТВ. Ну что ж, вот мы посетили вершину горы Машук. Понятно, что это не вся гора Машук, там что-то внизу еще какие-то поляны песен есть. И какие выводы можно сказать? Что это туристический аттракцион абсолютно. Виды отсюда, конечно же, хорошие. 720 рублей, на мой взгляд, это не стоило. Только ради того, чтобы Полина, где она там, прокатилась на канатной дороге. Ну и мы сами, в принципе, любим канатные дороги. То есть, если вы готовы чуть-чуть переплатить, то вперед на канатке. А так, проще дойти пешком. Конечно же, пешком это у вас займет гораздо больше времени и усилий. Вот такие лично мои впечатления от горы Машук. Мне кажется, они Машук специально насыпали, чтобы хоть что-то было центром притяжения в этом городе. Но вы, пожалуйста, не обижайтесь, это все, конечно же, шутки, прибаутки. На самом деле все хорошо, все хорошо. Казбек, Эльбрус и Арарат. Военный, топограф, это вот он, видимо, может быть, измерил высоту гор. Военный топограф Андрей Васильевич Пастухов жил с 1860 до 1899 года. Всего лишь 39 лет. Что-то все они как-то недолго жили. Ну, много сделали. Но много сделали. От корпуса военных топографов и родных. Вот, что тут написано. Вот как выглядит все это отсюда. Это звуки какие-то страшные. Это канатка. Несмотря на наше критическое мнение о горе Машук, сейчас я бы все же несколько его скорректировал. Гора в любом случае достойна посещения из-за доступности вершины и по-настоящему отличных видов, открывающихся с нее. Ну а от туристических фишек типа Арки Любви, наверное, просто не стоит ожидать ничего особенного. Кстати, я думаю, что здесь должны быть восхитительные закаты. Не зря ведь Машук считается одним из самых романтичных мест Пятигорска. А мы, спустившись вниз, отправляемся к следующей знаковой и популярной достопримечательности города. А приехали мы в исторический центр, на проспект Кирова. И здесь мы наконец-то наблюдаем архитектуру XIX века, столь понравившуюся нам в Кисловодске. Сначала выходим на симпатичный бульвар. Рядом расположен Спасский собор, изначально построенный в 1867 году, взорванный в 1936 и вновь восстановленный уже в 2012. Еще тут есть целый институт курортологии и кафе «Печорин», номер 1 в городе по версии TripAdvisor. Полина почему-то решила пройти мимо него незамеченной. Ну а перейдя улицу Карла Маркса, мы оказываемся в парке «Цветник», разбитом у подножия горы Горячий. Парк, заложенный еще в 1828 году на месте болот, был реконструирован буквально пару лет назад и сейчас представляет собой очень приятное и уютное место для отдыха. Здесь же находится Лермонтовская галерея, построенная в 1901 году как модное для того времени здание из металла и стекла. Сейчас принадлежит филармонии. А еще Ермоловские и Лермонтовские ванны. Рядом санаторий «Горячий ключ». Еще одно украшение парка – грот Дианы. Изначально назывался Эльбрус в честь первого восхождения на гору экспедиции генерала Эммануэля в 1829 году. Диана же – покровительница охоты в древнеримской мифологии. Грот искусственно высечен в скале в 1831 году и украшен колоннами из тесаного камня. В этом самом месте за неделю до гибели Лермонтов с друзьями устроили бал. По лестнице можно подняться на вершину грота и полюбоваться на цветник сверху. И на уже знакомые нам горы Машук и Бештау. Поднявшись еще выше, лицезреем еще один фонтан и очередную панораму Пятигорска, теперь уже со склона Горячей горы. Итак, мы в парке «Цветник».
точнее уже немножко в стороне от него, и надвигается ливень. Вот прямо оттуда идет, мне кажется, просто стена ливня. Вот, и мы бежим к беседке, по-моему, это китайская беседка, сейчас мы точно узнаем, чтобы там, судя по всему, прятаться от дождя. Вопрос, конечно, насколько этот ливень будет долгосрочным. Вот эта беседка, там полно людей. О, оттуда тоже красивые виды, кстати, открываются. Ну что ж, бежим. Кажется, надо отсюда уходить тоже. В общем, мы попали в стихию. Резко начался ливень, просто резко. Вот так мы сейчас стоим, еще сломался зонт. Он не раскрывается. Полина любит маму. Она сейчас ей только что глазки там от дождя спасала. И вот там, я не знаю, видите вы, не видите, там все просто заволокло. Так что насколько это, я не представляю. Ну что, мать, что ты предлагаешь? Сейчас я гляну, куда здесь. Ну, я предлагаю идти, наверное, потому что стоять тут на ветру. Если Полине надену еще шапку. Давай, держу, ты прячься. А что? Он не держится, понимаешь? Его держать надо Ну рукой. хорошо, давай я хоть как-то. Давай Сейчас, я свой достану. на себя тяни. Тяну. Все, в общем, все, репортаж заканчивается. Чем закончится эта история, вы узнаете. Смотрите наш канал дальше. Так вот, на всякий случай, еще раз беседка, конечно. А я возьму Полину, и мы с ней побежим. А ты будешь бежать и над нами держать зон. Итак, мы не стали оставаться в этой беседке, продуваемой всеми дождями. Ринулись бегом в машину. Ну, сколько нам, метров 200, наверное, было, да? 300. Ну, еще спускались же. В общем, было весело. Полине, кстати, понравилось. Аня сказала, Полине понравилось. Ну, конечно. Ну, мама ее быстро в дождевик одела. Зонт мой сломался под первым же порывом ветра. Так что из нашего арсенала из 2 зонтов у нас теперь остался лишь 1 зонт. Я вымокнул, я сейчас уже немножко подсох. Дождь до сих пор не закончился, но уже стал поменьше. В общем, у нас приключения это постоянные. Мы постоянно где-то попадаем под дожди. В общем, мы не сдаемся. Мы продолжаем исследовать Пятигорск и отправляемся к следующей точке. Поехали. А следующая точка, в которую мы приехали, это знаменитое озеро Провал. Кстати, похолодало, стало 17 градусов, а было 29. Дождь ливанул без всякой грозы, не было ни грома, ни молнии. И вот он, этот провал. Здесь еще есть обзорная площадка. Очередной обзор. Как затем, в трудные для всей страны годы, здесь наступило затишье, и как вновь, постепенно... Пройдемте, господа, в провал. Изначально провалом была подземная пещера, в которой скопились минеральные воды. Испарявшийся из них сероводород постепенно подтачивал горную известняковую породу, которая в один прекрасный день обрушилась. В результате образовался колодец глубиной 41 метр и диаметром около 15 метров, а также грот и озеро, глубина которого достигает 11 метров. Бирюзовый цвет озера обусловлен высоким содержанием серы, а также определенных бактерий. Температура воды составляет круглый год от плюс 26 до плюс 42 градусов. От серы здесь стоит весьма специфический запах, ну вы понимаете какой. Хорошо, что вам по ту сторону экрана не приходится его чувствовать. В первой половине 19 века провал был местом и пугающим, и притягивающим. С одной стороны, озеро называли адской бездной, а с другой, на сооруженном над воронкой помосте танцевали кадриль, а также спускали к озеру корзины с туристами. Но в 1858 году к провалу пробили 58-метровый туннель, и попасть к творению природы стало гораздо проще. Провал упоминается в романе Ильфа и Петрова «12 стульев». Оказавшийся здесь Остап Бендер был удивлен, что за вход в пещеру не берут денег, и организовал продажу билетов. Великий комбинатор, встречающийся нам уже второй раз за путешествие, и сейчас стоит на входе, но металлический. С ним можно сфотографироваться, причем совершенно бесплатно.
Ну и давайте еще посмотрим на это прекрасное сероводородное озеро сверху. Вот такая здесь лесенка ведет. А, кстати, я не знаю, туда ли она ведет. Потому что здесь ведь туннель такой достаточно длинный. Ага. Поднявшись по лестнице, я вышел просто на автомобильную дорогу. Провала здесь нет, но это и логично. Туннель достаточно далеко углубляется в гору, но зато я нашел здесь какую-то тропу. Явно она протоптана, и я попытаюсь сейчас сюда забраться. Такая она не очень приятная. О! О! И явно не в сандалиях сюда нужно подниматься. Опа. Но запах, мне кажется, я уже чувствую. Было бы еще что-нибудь за что схватиться. Опа. Так. Так. Потом еще как-то спускаться придется. До дерева подобраться. Опа. Да. Так, так, так. Вот. А здесь нас встречает решетка. В общем, провал явно там. Можно, наверное, подняться наверх. Но испарение прямо здесь чувствуется. Не знаю, стоит ли это делать или нет. Как вы думаете? Давайте попробуем немного трэша в наш блок. Опа. Так. Но отсюда по-прежнему ничего не видно. И что-то мне подсказывает, что дальше не будет сильно лучше. Видимость по-прежнему нулевая. Ну, в общем, дальше я не пойду. Смысла, мне кажется, нет. Озеро здесь я явно не увижу. Ну, а дырка где-то там. Где-то вон там. И моя личная смотровая площадка на город. Все-таки любопытство победило, и я полез выше. В итоге сейчас забрался практически на самую высокую точку ограды. И отсюда уже видно обзорную площадку перед входом в пещеру. Вот, наверное, самая высокая точка, которая здесь есть. Там еще куда-то тропа уходит. Ну, теоретически можно, конечно, попробовать подойти. Опа. Нет. Здесь по-прежнему ничего не видно. Зато бутылок и мусора тут достаточно. На этом экскурсия к поверхности провала считается точно завершенной.
Коль, за руль держись. Привет. Как тебе? Классно? А вот кто на самом деле управляет этим агрегатом. Вот эта женщина. Вот с этого пульта. Уже на закате мы добрались до поляны Песен. На автомобиле ближайший подъезд возможен со стороны проспекта Калинина. Со стороны бульвара Гагарина проехать нельзя, висит кирпич. Поляна находится на северо-западном склоне горы Машук. В праздничные дни здесь проводятся различные массовые мероприятия. Ну, а сейчас тут всего пара-тройка человек помимо нас, так что тишь и благодать. Нам повезло застать огненный закат на фоне Бештау, которым мы наслаждались, не отрываясь, минут 15. Место очень понравилось. И красотой, и видами, и умиротворенностью. Оно добавило нам положительных впечатлений от Пятигорска и укрепило его романтический образ. А если пройти еще метров 700 вдоль горы, то можно дойти до ворот любви, рукотворной арки из каменных глыб. По поверью, желания, загаданные здесь влюбленными, обязательно сбываются. Дождь пошел. Дождь пошел? Да. Господи, дождь пошел. Ой, не надо собачкам перед носом ручкой махать. Короче, побежали. Побежали. А тут, да, тут это... Я думала, может, что-нибудь сфотографировать, но здесь нереально. Ну что, завершаем пребывание в Пятигорске. Ребенок уже умотан в хлам. Она обычно проснулась, почувствовала, что веселье продолжается. У нас просто ребенок кремень. И как бы она ни была, насколько бы она ни была уставшей, то есть ее нужно очень сильно умотать, чтобы она отрубалась по-любому. А иначе на каждом новом месте она может даже заснуть в машине, но как только мы куда-то приезжаем, она такая: что? Где? Пойдемте быстрее. Вот, но в этот раз она реально умотана. Ну, а мы завершаем пребывание в Пятигорске одним из очередных символичных мест. Местом дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Как-то, кстати, Лермонтова мы в этой поездке не очень раскрыли. Как-то мало у нас было его. Даже в Кисловодске, мне кажется, за один вечер то было больше. Даже стихов не почитали. Даже стихов не почитали. Хотя они вроде как собиралась. Ну, в общем, давайте посмотрим, что там. Место дуэли Лермонтова, в результате которой поэт погиб, находится в 20 минутах ходьбы от поляны Песен. Или же прямо сюда до 22 часов можно подъехать на машине. Потом до 4 утра проезд запрещен. Вот и что символично. Погибал Лермонтов с видом на Бештау. Любимый Кавказ для Лермонтова. А, кстати, мои сандали оказались полностью промокшими. И когда повечерело, как-то стало холодать, возник риск простуды. Хорошо, что у меня в багажнике оказались трекинговые ботинки, а в них еще даже оказались носки. В общем, я был спасен. Так что теперь у меня крутой вид. Полю заносит. Она еле ходит. Оля, Она идет, но уже не уверена походкой.
Что, Полин, пойдем к машинке? Не. Как не? Оля, держись. Сейчас грохнется. Да, она вот уже пару раз. Ты пьяная, да? Мгм. Оль напилась. Нам сейчас напишут, что мы изверги. Издеваемся над ребенком. Догоняй. Ты представляешь? В этот момент я как раз остановил запись, и Поля грохнулась. Хорошо, что мама была рядом, но хотя мама никак не... Я лицо ее, кстати, спасла. А, лицо спасла, да. Потому что она прям... Ну и что хотелось бы в конце самом сказать, так это то, Что нам очень понравился город. Пятигорск. что мы меняем свое мнение. Мы меняем свое мнение о городе Пятигорск. То есть, когда мы только сюда приехали с утра, ну как с утра, в 2 часа дня, и первые впечатления были такие, как-то серенько, гора Машук, виды с нее хорошие, но тоже как-то не сказать, что прям сильно впечатлило. А потом мы поездили по центру, вот, Цветник, Провал, там, просто когда ездишь по центральным улочкам, опять же, вот вечернее место, вот, Ворота Любви, там обзорная площадка, на которую мы приехали, закат красивый. Ну, это изменило наше мнение. А дождь в Пятигорске вот такой, вот такой. Да. Так что приезжайте в Пятигорск. А мы говорим Пятигорску до свидания. И завтра нас ждет Не говори. что-то бомбическое, я надеюсь. И для вас, и для нас. Комментарии пишите там. Лайки ставьте тут. И до новых встреч. И подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Пока. Пока. Остается добавить, что на обратном пути навигатор повел нас по Черкесскому шоссе. Кажется, что это дополнительный крюк, но по времени получилось практически так же, как по улице Микояна, по которой мы заезжали в Пятигорск. А вот дорога явно качеством получше.